Всем привет! Сегодня хочу рассказать о наших привычках, которые есть в каждой семье, и они как раз влияют на то, что мы лишний раз делаем уборку. Хотя это можно было избежать и потратить свое свободное, драгоценное время на что-то более приятное и полезное, поэтому давайте сегодня разберемся, что к чему и как с этим бороться. Зачастую, когда мы чистим картофель, то вся его кожура остается у нас именно в раковине. Но как же эта вредная привычка удлинять нашу уборку, потому что именно в этот момент порвется пакет для мусора, куда мы предварительно сложили как раз очистки из раковины вместе с водой, затем нам придется ведро это отмывать, а манипуляция это не быстрая. Конечно, лучший вариант это сразу чистить картофель в пакетик, затем герметично его завязать и только тогда выбросить. Самая вредная привычка, которая заставляет нас мыть лишний раз холодильник. Именно из-за нее одно блюдо начинает отдавать вкусом другого. Как вы уже догадались, это поставить пищу в холодильник и ничем не накрыть ее. Кто ставил таким образом селедку, не накрыв ее ничем, думаю, меня прекрасно понимают. Другой продукт – это зелень, которая наоборот впитывает все запахи, которые есть в холодильнике, поэтому прежде чем что-то поставить, необходимо это все-таки закрыть герметично. Здесь на помощь приходят различные контейнеры, просто крышки, также пленка пищевая и уже готовые контейнеры, например, для пирожного. Такой манипуляцией мы минимизируем бактерии в холодильнике, и каждое блюдо имеет свой нормальный вкус. Не всегда хочется мыть посуду после приема пищи, и мы ее оставляем таким образом. Но пища присыхает к посуде, и затем, чтобы ее отмыть, требуется и время, и силы. Поэтому мы просто-напросто заливаем грязную посуду водой и оставляем до того момента, пока у нас не появится желание. За это время пища у нас отмокнет и легко удалится с посуды. Зачастую моющее средство в виде спрея мы наносим непосредственно на поверхность, но не замечаем, какой при этом идет расход моющего средства. Затем, чтобы его смыть, мы прилагаем много усилий, так как средства таким образом распыляется очень много. А лучше все-таки любое средство нанести сначала на тряпочку, достаточно, например, даже 2 кликов. Затем обрабатываем поверхность, и чтобы его с нее смыть, мы не будем прилагать так много усилий, как в начальном варианте. Таким образом мы экономим свое время, не тратим его на очень долгое смывание этого моющего средства и экономим семейный бюджет, так как расход здесь минимальный. Знакомая каждому человеку ситуация, когда уже стоишь готовый выходить из дома и вспоминаешь, что что-то забыл, и это именно лежит в другой комнате, поэтому не всегда хочется снимать обувь, и мы, конечно же, пробегаем в ней. Но это делать нежелательно, лучше разуться. Эти 2 минутки несравнимы с тем временем, которое мы затем потратим на то, чтобы навести порядок. После того, как прошлись в грязной уличной обуви по квартире, это нужно пропылесосить будет ковер. Если есть какие-то загрязнения, то их еще оттереть дополнительно тряпочкой, поэтому эту вредную привычку мы ликвидируем. Как часто мы забываем о правильном дозировании порошка для стирки. Очень часто это мы делаем на глаз. Тем самым мы усложняем себе работу, приходится иногда вещи перестирывать, потому что не обращаем внимания даже на то, концентрированный ли это порошок или нет, для какой стирки мы его используем, для ручной или для машинной. Необходимо также обратить внимание на загрязнения на самих вещах, либо они стойкие, либо обычные, и исходя из этого уже нужно определяться с дозой стирального порошка. Если его положить мало, то сильные загрязнения просто не отстираются, придется перестирывать. Если же положить много, то на вещах после стирки останутся следы порошка, и опять же придется перестирывать.
Поэтому правильное дозирование порошка при стирке очень важно. После завершения водных процедур всех наших домочадцев, куда мы обычно развешиваем полотенца, конечно же, оставляем их в ванной комнате, а это делать совершенно нельзя. Повышенная влажность, которая, естественно, будет после того, как мы принимаем ванную, способствует тому, что в ворсе полотенца начинают размножаться различные микроорганизмы, а их жизнедеятельность способна нанести вред нашему здоровью. А если они еще мокрые и так дружно висят друг к другу, то это может способствовать развитию плесени. Поэтому рекомендуется выносить использованные полотенца в комнату, а лучше всего на балкон, где они будут хорошо проветриваться. Шторку для ванной также мы полностью расправляем и даем ей просохнуть. Наверное, эта привычка есть у всех, а именно поесть в зале перед просмотром какого-либо кино. После такого приятного времяпрепровождения мы беремся за уборку, потому что крошки попадут обязательно и на диван, и на пол. Так что берем пылесос и все за собой прибираем. Но всего этого можно было бы избежать, если бы просто-напросто мы сели принимать пищу на кухне за обеденным столом, где это и положено в принципе делать. Очень часто для уборки нашей квартиры мы для всех зон, для всех комнат используем одно универсальное чистящее средство. Такое действие неразумно и небезопасно. Например, для мытья раковины на каждодневной основе можно использовать просто жидкое мыло для рук, которое стоит здесь же на раковине. А универсальным чистящим средством как раз пройтись по тем поверхностям, где это безопасно. Например, помыть лейку для душа. Пыль на поверхностях, которые находятся в наших жилых комнатах, где очень часто бывают дети, просто можно пройтись влажной тряпочкой с использованием только лишь воды. А сильнодействующие средства применяем, где это на самом деле необходимо, например, в санузле. Большинство из нас, думаю, также не читают инструкции к любому моющему средству, а делаем мы это зря. Ведь именно в инструкции указывается, через какое время начнет действовать чистящее средство, как часто и вообще сколько по объему его нужно использовать при уборке. Очень важно, через сколько времени начнет действовать вещество, может быть необходимо оставить его на час, может быть на 5 минут, и из этого уже можно рассчитать, чем заняться в это свободное время. Возможно, стоит применить какие-то дополнительные средства защиты для рук, а может быть даже и для дыхательных путей. В целях экономии своего свободного времени и сохранения здоровья лучше все-таки инструкции читать.